5 и 6 и 7. Давай, видимо, 10. 8. Ой, хорошо. Канале, всем привет, с вами Бояра. А это новая игрушка под названием The White Door. Белая дверь с двумя О. Не забывай, что это так пишется, а ты не забывай подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, комментировать. И поехали. Короче, это игрушка про Rusty Lake, опять же, от тех же разработчиков, день первый. Но история рассказывается про молодого человека, вот этого, которого нужно сейчас потянуть. И он, насколько я понимаю, лежит в психиатрической больнице. Это чувак, который был в... Да, ну-ка, погодите. Воу-воу-воу, как все ярко. Ну, зато лицо освещаться будет хорошо, беленьким, отлично. Короче, это история про чувака, которого мы видели в Cubescape. Про бар там было, театр назывался. Но он еще, который себя застрелил. Я так понимаю, это бывший бойфренд Лоры Вандербум. То есть это не в каноне, не в оригинальной версии Rusty Lake всей истории, но опять же просто описывает одного из его персонажей, поэтому поехали. Итак, что нам надо делать? Пока не время для сна. Окей, кроватку надо заправить. Обязательно заправляйте кровать всегда. Тыкаемся. Потяните. Хорошо. Пусто. Нож или спички? Нет. Ага. Это наш паспорт. Johnson's Bird Food. Это... птичья еда Джонсона, мы ему звонили недавно, буквально пару серий назад, если ты не смотрел, обязательно посмотри, там Харви покормили. Так, номер, фамилия Хилл, Роберт Хилл, то есть это история про Роберта Хилла, дата рождения 6.07.31. Фотография, вот, собственно, это мы. На всякий случай, чтобы, мало ли, вдруг что-нибудь пригодится. Ладно, окей. Отдых только после 8, а сколько время? А время 8. Время и так 8. В смысле? Я хочу отдохнуть, я устал, я только проснулся и уже устал. Время, окей, время 8, но только утра. Ну, кто бы знал. Итак, пациент Роберт Хилл, дата 1972 год, состояние растерян. 7 утра подъем. Теперь нужно позавтракать. Окей, давайте завтракать. Проведите, чтобы выпить. Подожди. Окей. Пончик на завтрак. Ну, кофе, кофеечек, это хорошо. Теперь, видимо, таблеточки какие-то. Ха, было неплохо. Ну да, действительно. Это сахар. Кафе, гнездо этого. Гнездо совы. Совиное гнездо. Один пончик, одно кофе. 1,57 баксов. 1,5 бакса. Что-то... 100 рублей за кофе с пончиком. Врут. Сейчас кофе стоит. Сколько сейчас? Сейчас кофе только стоит рублей 100, еще пончик 50. Ладно, окей. Что у нас дальше по распорядку дня? Гигиена. Гигиена, хорошо, это надо умыться, пойдем умоемся. Ну, вообще, по идее, сперва нужно умыться, потом уже чистить зубы. Хотя нет, многие говорят, что сперва нужно позавтракать, потом уже почистить зубы, чтобы вот это вот лишнее от завтрака сразу все убрать. Давай почистим зубки. Передвигайте, чтобы умыться, окей. Все, что ли, как быстро? 3 минуты! 3 минуты надо чистить зубки. Это что? Протереть личо. Умыться, подожди. Умыться-то? Ну я засыпаю. Подожди, я не понял. Умыться надо было. Я просто сухое лицо протер тряпкой и все. Ладно. А что? Да, я забываю расписание. Осмотр. Осмотр чего? Осмотр простаты или осмотр не знаю чего там. Сегодня я в комментариях видел, там Василь писал про свои старые похождения, и вот там вот точно были осмотры. Кто понял, тот понял. Читайте комментарии к видео обязательно. Осмотр чего? Компьютера? Тест на память доступен с 15:00. Хорошо. Сейф какой-то. Ой, надо где-то пароль будет находить. То есть надо будет что-то записывать. Окей. Окно. Можно посмотреть в окно. Потяните. О, птичка, здорово. Привет, птичка. Привет тебе, привет. Приятный вид. Ну, такой себе на самом деле вид. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дней. То есть нам неделю надо здесь прожить. И, видимо, вот этот вот выход все-таки будет. Хорошо, сегодня вторник, 14. И что делаю? Не то делаю. А что смотреть-то надо? Кого смотреть? Пописить может? Может подписить? Ого, смыть ты не пробовал? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Тут еще какая-то тревожная кнопка. Вот осмотр. Это надо вызвать врача, чтобы нас осмотрели. Хорошо. Здравствуйте, мадама, здравствуйте.
Привет, мистер Хилл. Вы уже проснулись. Вы можете чувствовать себя растерянным. Вы попали в несчастный случай. Что вы помните? Назовите ваше имя. Роберт. Роберт. Как мы вовремя посмотрели права. То есть тут... какой сейчас год? Я забыл. 72-й, окей. 1972. То есть тут надо ходить по комнате, что-то выяснять. Да ты издеваешь, 14-е. Все правильно? Спасибо, Роберт. Я проведу вас за... Все, это весь осмотр. Подожди, а нос, глазки посмотреть-то у меня, пяточки, попу проверить, чтобы все в порядке было, нет, да? Ну, хорошо, окей. Пожалуйста, придерживайтесь распорядка, отлично. Что у нас дальше? У нас упражнение на. Упражнение на что? Упражнение на. Да на эти упражнения сдались нам вообще. Ну, я понял, это упражнение на память, потому что вот здесь написано было. Ой, допотопно это этот. Как они, компьютеры-то раньше так назывались с одной клавиши. Ой, не помню, как они назывались, но я на таком работал в свое время. Возможно. День первый. Примите решение, мистер Хилл. Так я принял, возможно. А если нет? Нет, не хочу. Ладно, видимо, придется. Это пончик. Пончик, да. Ну какая птица? Какое насекомое? Рука? Где вы там руку видели? Это пончик. Квадрат. Коробка, женщина, рамка, растение. Это растение по-любому. Ошибка, серьезно. А можно... все заново. Я просто думаю, если постоянно ошибаться, возможно, ачивку какую-нибудь дадут. Давай еще проверим. Ну все, ладно. Окей, это пончик. Пончик мы уже выяснили. Пончик. Это коробка. Это какая-то икебана. Вот это растение. Ну, машина. Это точно машина, как нет-то, конечно же, машина и луна. Ну да, действительно, растение. Вот это вот рамка. Да, это рамка. Ни одной идеи, что это такое. Куб, колонка, самолет и пончик. Какой вселенной это куб? Но это, скорее всего, колонка. Типа там была колонка, и от нее, типа, мелодия шла. Это шар. Монета, пончик, машина, женщина. Так это женщина, наверное, это... Ну, яйцеклетка. Значит, женщина. Все правильно. Ну, ладно, хорошо. Но это, скорее всего, монета. А это птичка. Мы видели такую за окном. Это, конечно же, птичка. Нет, это коробка, на самом деле. Но это птичка. Верно, нажмите ввод. Жратву подвезли. Отлично. Что у нас по распорядку? Кушать-то можно уже? Да, уже можно ужинать. Итак, что? Что? Какая дверь? Можно выйти, что ли? Серьезно? Куда ты пошел? Зачем? Понятно. Давайте кушать. Спагетти, опять кофе, или это кока-кола? Похоже на кока-колу, на самом деле, потому что с пузырьками. Понеслась фрикадельки. Ням-ням-ням, таблеточку съесть обязательно. Это какой-нибудь прозак. Это было вкусно. Это какой-нибудь прозак, потому что здесь всегда фигурирует почему-то прозак. Отдых. Давайте отдыхать. А как отдыхать? Ну, я отдыхаю. Я хожу, отдыхаю. Отдыхаю. А можно убрать тарелки тут грязные? Что-то мне не нравится, что здесь все так грязно. Тараканы заведутся еще. Где отдыхать? Может, все-таки пописить? Пописить хочешь? Не хочешь пописить? Ладно. Ой, воду потратили зря. Где? Как отдыхать? Как отдыхать? Отдых только после 8, так уже 8. Вот это отдых, ну ни хрена себе. То есть занятие спортом это отдых. Ну для кого-то, конечно, да. Давай, понеслась. Ёба! Раз. И два. Раз. И... А это идея, сейчас приду. Не, а чё, в смысле, давайте вместе качаться. Ну-ка, давайте вместе, давай. Раз. 3 уже. 4. Да, у меня такая же гантелька есть. 5. И 6. И 7. Давай, видимо, 10. 8. Ой, хорошо. И 9. И 10. Ой, хорошо, 10. Ой, хорошо. Красавица моя. Ладно, такая бестуха будет, такая бестуха. Так, я уже устал, что-то покраснел, наверное, да? Покраснел, давай проверим. Не покраснел, смотри, даже не устал, окей. Время спать, действительно. Нет, время еще не спать, нам еще спать вредно. Ой, а можно я вот...
Так вот сделаю. Спать вредно. Ну, хотя после тренировки надо сперва сходить в душ. Потом уже спать, ну окей. Расставание. То есть сейчас какая-то история будет, или это нам снится, типа? Мы встретились там же, где и всегда. Это, опять же, гнездо... Совиное гнездо. Гнездо совы. Хотя написано East. И что дальше? Я пил кофе за своим любимым столиком справа. То есть все, что он говорит, нам надо делать. Хорошо, вот кофе. За столиком справа. Ну да, вот мы, смотри. Я просто пялился в стол. Я был на нервах. Поворачивал все предметы в одном направлении. Давай по часовой стрелочке. Это компульсивно эти расстройства, да? Окей. О, не, вот это вот круче. И я отпил. Ща, погодите. Шерсть залетала. Давай. Кофеечек. Хорошо. Мне принесли пончик. Я съел его. Окей. Вкусный пончик. Пончики вредны на самом деле есть. Я подождал еще 5 минут. Окей. Наконец-то она пришла. Она выглядела усталой, но красивой, как всегда. Это же Лора Вандербум, которую мы буквально в предыдущей серии, буквально позавчера, убили за Дейла Вандермера. Ну окей, это история до. Она подвинула свой стул немного ближе. Так-то я подвинул стул немного ближе. Она посмотрела в сторону. Плохой знак. Так, опять вот этот взгляд Лоры. Я думаю, что нам стоит прекратить встречаться. Я решила уехать на время. И после этого он попал в психбольницу. Возможно, это как бы автокатастрофа. Я не знал, что сказать. Ну, покерфейс. Я просто отпил еще, ну да. Не знаешь, как решить проблему? Пей кофе. Я попытался коснуться ее руки, но она отдернула руку. Ты засранка, ты посмотри. И все, ушла. И она ушла, да. Я не знал, что чувствовать. Я просто решил отпить и еще кофе. Да? Ну, пей. Ну да. Чашечка сломалась. Ну ты зачем ее грыз-то? Ты когда пьешь-то грызть-то не надо чашку. День второй, окей. А успеем 2 дня пройти? Давайте за одну серию будем проходить по 2 дня. Доброе утро, встаем. Итак, понеслась. Сперва завтракаем. Я уже выучил. Ага. Сачок, панчок, кофейчок. Сколько в этот раз? Опять $1.57, окей. Так, теперь писем. Ёпрст. Ты чё? Почему ты за собой не смываешь никогда? Какого фига? Эй, Роберт Хилл, твою мать. Давай умоемся. Так, сперва водичку, полотенчика. Водичку, говорю. Ладно. Личико вытерли, зубки почистили. Зубки чистим. Отлично. Дальше нам нужно... Ну, кстати, коробка появилась. Нам принесли коробку Johnson's Bird Food. Она закрыта. Так открой ее. Ну, так открой. Да разорви, это же долбанный скотч. Я забыл, что дальше. Осмотр, опять осмотр. Давайте осматривайте меня. Осматривайте меня со всех сторон. Доброе утро, Роберт. Как спалось? Время для осмотра. Можете сказать, сколько вам лет? Вот это сложно. Это надо паспорт посмотреть. 31-й, а сейчас 72-й, то есть 31 год. Ой, 41 год. Какое кафе было вашим любимым? Это Owl Nest. Owl Nest. Где вы работали? А где мы работали? Мы нигде не работали? Или где-то работали? Этот Bird Food, Джохансон, как он там? Джохансон. Блин, видимо 2 S. Ну-ка, давай проверим. Да, Джохансон с 2 S. Окей, ну кто же знал? Джохансон. Окей, осмотритесь в комнате. Что бы вы хотели на ужин? Пиццу, картошку фри или суп? Суп. Я очень люблю супы. Борщ, там, знаешь, борщи.
хаш там какой-нибудь, я не знаю, соляночку по-грузински. Конечно, супец. Спасибо, Роберт. Да не за что. Вы делаете успехи. Не за что. Сейчас у нас, по-моему, тест на должен быть. Да, да, тест на. Нет, опять возможно. Можно нажать? Примите. Да, я... пончики. Что? А, выбрать лишнее надо. Ну вот это... Потому что кто-то его уже надкусил. Мы еще не ели пончик. А нет, мы с утра съели уже пончик. Ну ладно. Коробка непрямоугольная. Цветочек. Вот тут цветочек без горшочка. Верно нажмите «Вот». Рамочка разорвана. Почему? Ну это ICQ тест. Это тест на ICQ. Серьезно. Тут как бы... Ну, блин, да. Это тест на ICQ. Почему бы и нет? Вот это вот, судя по всему. Потому что здесь везде есть вырезы большие. А здесь прям маленький писюнчик такой вырез. Сердечко. Вот это не до конца. Отлично. Но это миллион ICQ. Это человечек, видишь, бежит, у этого ножки есть, а у этого ножек нету. Нет ручек, нет конфеток, как говорится. Тест завершен, отлично. Борщец приехал. Давай борщ мне. В натуре борщ, прикинь. Вот очень колоритно смотрится на белом фоне красный борщ. И опять запивать кока-колой. Да фу! Кока-кола вредно, в ней столько миллиардов сахара. Так, теперь у нас, по-моему, развлечение, да? Развлекуха понеслась. О, теннис. Нет, теннисной ракетки у меня уже нет, поэтому будем без реквизита сегодня. Без реквизита работаем. Отлично. Опа. Ну, виртуозно. Ну, круто. Не, я в пинг-понг умею играть настольный теннис. Довольно-таки даже хорошо. 10, а я хорош. Давай ачивочку какую-нибудь набьем. По-любому тут... мышку отпустил и все. Опять уже спать. Слишком рано мы идем спать. Тут что-то с коробкой надо сделать. Потому что коробку не зря принесли. А птичка есть за окном? Да. Это искалеченная душа Дейла Вандермера? А вот и она. Кто там? В смысле? Кстати, прикольно. Вот здесь нажимаешь, и там тоже это задергивает. А, ты же не видишь, ё-моё! Вот, я к окну подхожу, здесь вот занавеска играю. Вот, ну ты же не видел. А чё молчишь, что ты... Я забываю, на самом деле, что у меня там в углу вебка, поэтому не всегда, короче, делаю. Что-то тут еще надо. Понять какой-то пароль непонятен. В шкафу, я так понимаю, ничего нового нет. Не, ничего нового нет. Ну, пойдем спать, окей, хорошо. Спать так спать. Птичий корм. Да, давайте все, сейчас, получается, этот сон посмотрим и уже закончим. Ну да, я же говорю, видимо, он так расстроился после этого. Я выключил радио. Музыка напоминала о ней. Это так пела из театра мадама, которая в итоге горло порвала, я помню. Если ты не смотрел, обязательно посмотри. Все плейлисты есть у нас. А как выключить-то? Окей. Мне нужно было сфокусироваться на дороге. И по встречке нельзя ездить. Ой, не туда, налево же надо было. Я остановился на красный. Ко мне подошла попрошайка. Ну дай ей что-нибудь. Я открыл окно. Да, на, пожалуйста. Я дал ей монету, окей. Я заранее все делал. Загорелся зеленый. Вот всегда бы тогда. Едешь такой, хочу зеленый, раз переключил. Я уже опоздал. Налево надо было. А как выбрать-то? Вот. Вниз. Да. Там просто стрелочка была. Вот, вниз снова. Видишь, по стрелкам еду. А дальше куда? А что, стрелки кончились? О, парковка, все, паркуйся. А, вот, направо. А, вот, Джохансон Фуд. Мы приехали на работу. Джохансон Фуд, Bird Food. Черный дым поднимался из труб. Ага, пожалуйста, поднялся. Я подошел к входу. Ну, окей. Но это не сложно, это не сложно. Двери были закрыты. И открыть их надо. Домофон. Я ввел код 3461. Ты опоздал, войди, сказал нам начальник. Я открыл двери. Итак, мы на фабрике по производству птичьей еды. Тоже поднимался в воздух, нет? Окей, идем к начальнику. Сейчас начальник нас отчебучит.
Ну да, конечно. Мой босс затянул свой галстук, да поплотнее, чтобы не выпендривался. Хилл, ты опоздал. Иди на свою станцию. Окей. А какая моя станция? Вторая? Третья? О, кнопку можно нажать? Нет, нельзя. Так, стоп, а какую тогда станцию? На первую? По очереди типа надо? Да, я не по... А, во. И? Картошка. Еда. Еда. Картошка. Еда. А что надо делать? Кукуруза. Рука. Чё? Еще не понял. То есть тут неважно, просто надо было распихать все и все, окей. Квадратная. В смысле? А, вот как это надо было сделать. Окей, сейчас заново, давай. Надо из труб... Так, треугольник. А, то есть это сразу из двух надо, смотри. Раз. Два. Отлично. Что-то тут появляются какие-то эти... А, 3 раза нужно, хорошо. Это квадрат и треугольник. Ну, это, говорю, тесты на ICQ. Ни больше, ни меньше. Ну да. Ну, у всех бы такая работа легкая была, еще бы платили за нее хорошо, было бы вообще замечательно. Давай, все, поработали. И кнопочку нажать, да. Do not push the button. Я знаю, есть такие игры, типа не нажимай кнопку. Сейчас кнопку нажмем, и все взорвется, да? Ну окей, хорошо. Ну давай, вот на твоей совести, если ты скажешь нажимаем, то нажимаю. Давай, 3, 4 и... Да, нажимаем, окей, да, пожалуйста. Все, сейчас детонация будет, сейчас все взорвется. Бежим отсюда быстрее. Быстрее бежим отсюда. Босс, извини, я там кнопку нажал. Мой босс натянул свой шлем. Понятно, ты уволен. Собирай свои вещи. Да и не очень-то и хотелось тут работать. Что за работа такая тупая? А, вот что за коробка. Это получается... Фотки. All Nest и Johnson's Bird Food. Получается, эту коробку принесли с нашими вещами с работы. О, вот это хорошо. Все? Все, пошли отсюда. Пошли быстрее, это он что-то забаговалось, мы летаем. Все, валим отсюда. День третий. Окей, день третий мы не будем начинать. День третий мы начнем в следующий раз. А пока подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, комментируй. Обязательно подписывайся на все соцсети. Ссылочка внизу в описании есть. Также не забывай подписываться на стрим-канал. Там вместе играем, общаемся, знакомимся вживую. Приводи друзей и подруг на канал и пиши в комментарии свои игрушечки для прохождения. Самое интересное обязательно пройдем. Ребят, с вами был Бояра, канале и пока-пока. А он уже не бритый.